огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем в очередной раз декорировать свечи. Безумно люблю свечи, но не всегда их использую. Не знаю почему, но зажигать свечи я почему-то боюсь. Мне всегда кажется, что они должны быть на глазах, их должно быть видно и не оставлять без присмотра. И скажу такую вещь. Сегодняшний мой так называемый подсвечник будет делаться именно в декоративных целях. И на этот раз моя работа выглядит вот таким образом. Я решила сделать ее на коробке, чтобы она у меня была немножко выше, чем обычно. И задекорировала 4 свечи. Покупала я свои свечи в Польше, увидела их, увидела игрушки и решила, что хочу сделать именно такую работу. Поэтому давайте приступать, и я покажу, как это очень легко собрать. Самое главное, используйте все те материалы, которые вы находите дома. И не стоит бежать сразу в магазин и искать какой-то определенный материал, который у меня использован в видео. Подумайте, возможно, вы это можете заменить именно тем материалом, который найдется у вас дома. Тем более, лучше из этого мусора, так сказать, сделать что-то, чем загрязнять окружающую среду и выкидывать в мусорку. Все равно это потом оказывается все в нашем дворе. Ну а мы давайте с вами приступать. Ну и первое, из-за чего я решила сделать эту работу, это были вот эти шарики. Очень люблю этот цвет. Такой цвет я впервые видела в новогодних игрушках. Обычно это красный, золотой, белый, такие стандартные. Купила такие шарики, и они оказались стеклянные. Я, как сказала, покупала шарики и свечи в Польше в магазине Kik. Там все очень по доступным ценам и огромный-огромный выбор. Ну и в этом наборе свеч 4 свечи разного размера. Кстати, ни диаметр, ни высоту я так и не померила. Также, порывшись дома, я нашла вот такой кусочек обоев, тоже зеленого цвета, и он мне напоминает мятую кожу. Идеально подходит под цвет игрушек, так что буду добавлять и их в свою композицию. Я уже заранее сделала вот такую коробку и обклеила ее обоями. Кстати, внутри коробки я использовала пластиковую трубу. Не знаю, откуда это, валялась дома после каких-то ремонтов, использую ее вместо коробки. Приклеиваю дно из обычного картона и обклеиваем обоями. Так что всегда присмотритесь, возможно, дома вы найдете именно то, что у вас завалялось. Кстати, в прошлом видео про композицию мы делали с вами вот такую заготовку в виде грибочка из картонной трубы и пенопласта. Точно такую же можно использовать и для этой работы. Просто пенопласт возьмите более прямой, чтобы ваши свечи хорошо на нем стояли. Диаметр коробки 13 см и высота 11 см. Теперь сами элементы, которыми мы будем декорировать наш подсвечник. Это искусственные веточки такой елки, хвои, не знаю чего это. Они пластиковые, покупала их в строительном гипермаркете. Также остались у меня пару листочков, тоже подходящего цвета, валяются, так что пусть будут. И задекорирую еще белыми ягодками. Также сами природные материалы. Коробочка лотоса, разнообразные сосновые шишки. Также я это все покрасила белой краской и красила не просто, а очень сильно развела белую краску в воде и уже полупрозрачной, так сказать, водой я затонировала шишки. Они высохли и получился вот такой непонятный оттенок. Разнообразные маленькие элементы, у меня маленькие шишки и, как я их называю, котики. Это почки из веток вербы. Также одни из шишек я посрезала сверху и буду использовать именно нижнюю сторону шишки. Тоже ее подкрасила, получился своеобразный цветочек. И остальные шишки задекорировала блестками. Я вам уже показывала, как я декорирую шишки блестками. Я просто наношу ПВА-клей на шишку и посыпаю блестками, стряхивая лишнее. Теперь давайте собирать это все вместе. У меня была вот такая заготовка картона, но она маловатая, поэтому я вырезаю точно так же из картона круг побольше, склеиваю между собой и приклеиваю на коробку. Если вы не уверены в том, что ваша композиция будет перевешивать, в свою коробку залейте любой раствор для того, чтобы сделать утяжелитель. У меня в итоге ничего не переворачивается, поэтому ничего не добавила. Также дома я нашла вот такую штуку. По-моему, ее используют для какой-то упаковки. В моем детстве такими штуками мальчики украшали колеса своих велосипедов. Поэтому где ее взять, я точно не знаю, но, наверное, оно все-таки есть в строительных магазинах. Но думаю, если вы замените это газетой, приклеите в этом месте газету, тоже будет неплохо. Я же разрезала трубу наполовину и приклеиваю по краю своей коробки. Тем самым вся моя композиция будет не на одном уровне, а более объемная. Использую в работе я только термоклей, другим клеем не пользуюсь. Мне кажется, что именно термоклей самый удобный в использовании в работе с природными материалами, когда нам надо, чтобы он быстро схватился и надежно держал. Хотя мне говорили, что есть клей, который совершенно не держит. Не знаю, пока что мне такой не попадался, и покупаю его где попало.
Приклеила вокруг, а теперь можно это покрасить, а можно задекорировать любой бумагой или же, как я, использовать мешковину или половую тряпку. Называйте ее как хотите. Приклеиваю сверху, закрывая все края. Тем самым мы сверху будем приклеивать природные материалы, и у нас в промежутках не будет ни серого цвета, ни коричневого, у нас будет все однотонное. И работа будет выглядеть красиво. Иначе, если мы не задекорируем вверх, промежутки могут просвечиваться, и это будет выглядеть не очень. Приклеиваю по краю, помогала себе линейкой металлической, чтобы не обжечь пальцы, поэтому будьте осторожны, лишнее срезала, и получилась вот такая заготовка. И да, не забудьте задекорировать также дно своей коробки. Основа готова, приклеиваю свечи. Как я уже говорила, мой подсвечник будет выполнен в декоративных целях, для украшения интерьера, поэтому я декорировать снизу, даже не декорировать, а добавлять фольгу или какие-то подставки для свеч не буду. Но вы учитываете такой момент, если вы будете использовать свои свечи по назначению, обязательно снизу нужно что-то придумать, чтобы когда огонь дойдет до низа вашего подсвечника, у вас ничего не сгорело. Поэтому будьте осторожны и думайте, как вы будете изначально использовать свою композицию. Все подготовили и приклеиваем. Кстати, приклеивала я просто таким образом, как мне больше нравилось. Нравилась с этой стороны шишка, приклеивала с этой стороны шишку. Нравилось с другого, приклеивала с другого. Я не могу сказать, что в таких работах есть какие-то правила. Вы должны делать свою работу таким образом, чтобы она в первую очередь нравилась вам. А будет нравиться вам, будет нравиться и другим. Начинаем приклеивать с самых больших элементов и заканчивая с самыми маленькими. Приклеивая шарики, я решила их приклеить небольшими кучками по 2-3 штучки. Мне кажется, так выглядит более интересно. Ну а теперь приклеиваем по всему периметру все оставшиеся шишки и элементы. Снизу я подклеиваю сами искусственные ветки зелени, добавляю туда листья, закрываю то, что у нас осталось снизу, не заполненное природными материалами.
Также по итогу я решила добавить туда сизаль. Не знаю почему, мне показалось, что ее очень сильно не хватает. Я просто вытянула сизаль из пакета и взяла длинные волокна. Обкрутила их по всей своей композиции. Делаю их немного, но тем самым, чтобы они были видны. И уже поверх того я буду приклеивать маленькие шишки, ну и сами декоративные ягодки. Тем самым я закреплю и саму сизаль, она не будет падать. Маленькие элементы всегда придают изюминку нашим работам. Можно, конечно, сверху задекорировать белой краской. У меня был баллон со снегом, я немножечко попшикала, не совсем сильно, и у меня получилась в итоге вот такая работа. Мне очень нравится, надеюсь, нравится она и вам. Также она получилась очень тяжелая, не знаю, с чем это связано, вроде кажется по отдельности оно все такое легкое, в итоге получилась увесистая работа. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока!